Америка фактически одним выстрелом выбрала себе президента. Задолго до президентских выборов, в принципе, уже понятно, скорее всего, кто им станет. Покушение на Дональда Трампа. Говорить тут о какой-то конспирологии, наверное, не стоит, хотя версии сейчас будут шириться просто с космической скоростью. Искать, кому это выгодно, тоже довольно просто. Если учесть, что стрелка ликвидировали, то очень сложно будет понять, кто на самом деле это заказал. Хотя, я думаю, секретная служба, ФБР и все остальные американские службы как раз над этим работают. Наше с вами дело это разобраться информационно, все-таки кому это больше могло быть нужно. А давайте посмотрим. Во-первых, если вы собираетесь, задумываете как-то застрелить одного из кандидатов в президенты, если вы не любите республиканцев, не любите Трампа, то вряд ли, зная, что президента, а Трамп остается президентом, 45-м президентом США, с него это никогда не снимут. То есть тот, кто избирается в США президенты, он остается президентом всегда. Хотя бы звание он это сохраняет за собой. То есть вряд ли вы не знаете, что президента очень хорошо охраняют. Тем более, если он кандидат в будущие президенты, еще и лидирует в гонке. Более того, странным остается момент того, что стрелок, будучи фактически у всех на виду, в нескольких десятках ярдов от Трампа, успел сделать несколько выстрелов. Как это случилось? Почему это случилось? Но, говорят, секретная служба успела таки ему как-то помешать. Как помешать, если погиб один человек, второй тяжело ранен и у Трампа ранено ухо? То есть можно сказать, что Трамп будет полутораухим президентом. Скорее всего. Скорее всего, потому что вряд ли какое-то другое событие сможет это перебить. Вряд ли кто-то сможет действительно сделать что-то настолько значимое, чтобы перебить плюсы электоральные от покушения на Трампа. И тут автоматически решается вопрос, нужно ли это Байдену и демократам устранение Трампа. Судя по подготовке, которую прошел этот молодой человек, о котором мы мало пока еще знаем, но я думаю, скоро будем знать гораздо больше, то не очень хорошее планирование всего этого мероприятия. Разве что сам Байден говорил ему, что нужно делать, тогда все становится понятным. Бобби Кеннеди, это сын Роберта Кеннеди-младшего, говорит, что секретная служба виновата во всем этом. Говорит, незащищенная крыша в 150 ярдах от нас, многочисленные свидетели, которые кричали на секретную службу и снимали стрелка, снимали в течение нескольких минут все, что происходило, когда парень подползал с винтовкой, целился, наводил и стрелял. Это просто уму непостижимо. Есть ли в этом какой-то задум, есть ли в этом какой-то злой умысел в том, что секретная служба специально не реагировала? Тоже довольно вряд ли. Все-таки это Соединенные Штаты. Скажем, в России уже нашли и украинский след. Они уже подписывают на снарядах за ухо Трампа, за Трампа. Украина ответит за Трампа и так далее. И пишут это на снарядах и отправляют, видимо, в сторону сил обороны Украины. В принципе, если в каждом событии, которое происходит в мире, винить Украину, то очень могущественное государство получается, самое могущественное в мире. Да, действительно, Трамп поехал в больницу, у Трампа верхняя часть правого уха, как он пишет сам, пострадала. Да, действительно, это было страшно и действительно это было неожиданно, и это громкое событие. Но, во-первых, это слишком далеко до выборов, то есть нельзя говорить, что Трамп полностью в этом заинтересован. Во-вторых, слишком близко от первого тура дебатов, в которых Трамп фактически выиграл. То есть говорить, что Трамп специально спланировал, чтобы поднять свой рейтинг, наверное, не стоит. Говорить в принципе об этом не стоит, пока это не доказано соответствующими службами. Но если мы рассматриваем версии, кому это может быть нужно, то Трампу, наверное, не очень. Байдену тоже, наверное, не очень, потому что, это первая мысль, которая попадает в голову, что демократы заказали Трампа, что в целом вряд ли, опять же, с оглядкой на то, как именно было это произведено. В любом случае, ухо Трампа выигрывает выборы, скорее всего, уже, потому что даже если Байден уйдет, сойдет с дистанции, то тот электорат, за который борются политологи, тот электорат, который, еще не решился, за кого он будет голосовать, хотя таких в Соединенных Штатах, наверное, не так много, как в других странах, он, скорее всего, будет голосовать теперь за Трампа из-за как раз этого события. Единственное, что может послужить, как негативом в этой истории,
аудитории. То есть единственное, что может не дать рейтингу Трампа продержаться так долго до президентских выборов на высоком уровне, это только время, если кто-то забудет это событие. Но вряд ли Трамп даст кому-то забыть это событие. Мы знаем, что президент Байден позвонил Дональду Трампу сразу после того, видимо, как узнал о покушении, и о чем они говорили, непонятно, но, я думаю, можно предположить. Знаем, что Байден покинул свою резиденцию в Делавере, чтобы вернуться в Вашингтон, и знаем, что он изменил свои планы после покушения на Дональда Трампа. Оно расследуется именно как покушение на кандидата в президенты, покушение на убийство. Байден планировал остаться на выходные отдыхать в Делавере, но вот приходится выходить на работу, представляете. Уже телеграм-каналы публикуют и схему расположения стрелка, как это все происходило, и, в общем, делают свои предположения. Это все дело неблагодарное, потому что до отчетов американских спецслужб, до отчетов тех, кто проводит это расследование, наверное, говорить о чем-то рано. Хотя вряд ли мы узнаем правду. Но тут появляется Мария Захарова и говорит, что действительно в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. Говорит, что 2 месяца назад она обратила внимание на то, что США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам. В общем, это точно не Россия, так сказала Мария Захарова. И, к слову, в то время, когда украинские телеграм-каналы, американские новостные ленты писали просто о том, что произошло, и о том, что мотивы стрелка неизвестны, в российских уже писали, что Томас Мэтью Крукс, который, собственно, все это и сделал, был левым, антифашистом, и вот поэтому все это сделал. То есть почему-то у россиян было больше информации изначально об этом человеке, чем у всех остальных. К слову, о разжигании ненависти буквально на днях Трампу разблокировали его аккаунты в Facebook и Instagram, и это сделала компания Meta как раз из тех соображений, чтобы американский электорат услышал обе стороны перед выборами, то есть и Байдена, и Трампа в равных долях, в равном представительстве в социальных сетях. Но критики этой идеи говорили о том, что, скорее всего, увидим волну ненависти, волну разжигания, волну подстрекания к каким-то митингам и провокациям и тому подобное, и сравнивают это с событиями перед захватом Капитолия. То есть сейчас Россия делает то, что обычно делает, переворачивает факты и говорит, что вот это вот не они, это вот они. То есть это не Трамп разжигал и пытался спровоцировать интернет-пространство перед захватом Капитолия, а это вот сейчас делают то же самое, но против Трампа. Будем следить за этой историей, много непонятного и много, я думаю, мы с вами еще и не узнаем, по крайней мере, в ближайшее время. Но то, что это сыграет на электорат Трампа или сыграет на активизацию этого электората, то есть сделает так, что он придет на выборы. Да, избиратель Трампа теперь придет на выборы из-за того, что на их кандидата, на его кандидата было совершено покушение. То есть страна в опасности. И это не то чтобы хороший ход, но, скорее всего, это полная победа. Будем следить за ситуацией вместе. Подписывайтесь на мой канал, на канал 24-го. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, оставляйте свои версии. Это правда очень интересно и важно. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки и оставлять свои версии. Это правда очень важно. И берегите себя.